улыбчивого всем настроения. И мы заканчиваем вязать нашу замечательную корову. Сегодня у нас заключительный этап. Мы свяжем вымя и хвостик. Итак, давайте начнем. Начинаем, как обычно, с 2 воздушных петелек. 1, 2. В первую петельку делаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше в каждый столбик по прибавке, чтобы получилось 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Отмечаем начало нового ряда и следующий ряд 1 столбик плюс прибавка. Итак, столбик и прибавка. Дальше столбик и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 1 столбик плюс прибавка. В этом ряду у вас должно получиться 18 столбиков. Провязываем. Отмечаем новый ряд и следующий ряд 2 столбика плюс прибавка. 1, 2 и прибавка. Дальше 1, 2 и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 2 столбика плюс прибавка. В этом ряду у вас должно получиться 24 столбика. Провязываем. Отмечаю новый ряд и следующий ряд 3 столбика плюс прибавка. 1, 2, 3 и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 3 столбика плюс прибавка. В этом ряду у вас должно получиться 30 столбиков. Провязываем. Отмечаем новый ряд и следующий ряд 4 столбика плюс прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 4 столбика плюс прибавка. В этом ряду у вас должно получиться 36 столбиков. Провязываем. Отмечаем начало нового ряда и следующий ряд 5 столбиков плюс прибавка. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 5 столбиков плюс прибавка. В этом ряду у вас должно получиться 42 столбика. Провязываем. Отмечаем новый ряд и следующий ряд 13 столбиков плюс прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 13 столбиков плюс прибавка.
В этом ряду у вас должно получиться 45 столбиков. Провязываем. Отмечаем новый ряд и дальше провязываем без изменения 2 ряда. Столбик в каждую петельку по кругу без изменения провязываем 2 ряда. Провязываем. Я уже провязала 2 ряда без изменения. Дальше провязываем еще дополнительно 2 соединительных столбика, чтобы переход был плавный. Отрезаю ниточку, закрепляю хвостик. Ленточка нам больше не нужна. Я не оставляю нить для пришива, потому что я буду пришивать деталь тонкими швейными ниточками в тон пряжи. Итак, деталька вымя готова. Теперь давайте к этому вымени свяжем еще соски. Деталька выглядит вот так. Нам нужно их 4 штучки. Сейчас давайте свяжем. Начинаем, как обычно, с 2 воздушных петелек. 1, 2. В первую петельку делаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше провязываем столбик плюс прибавка по кругу до конца ряда, чтобы получилось 9 столбиков. Давайте провяжем по счету. 1, 2, 3 прибавка, 4, 5, 6 прибавка, 7, 8, 9 прибавка. По кругу получается 9 столбиков. Дальше провязываем столбик в каждую петельку без изменения 20 столбиков по счету. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Делаем дополнительный соединительный столбик. Отрезаю ниточку, закрепляю хвостик, прячу все хвостики вовнутрь. И все. Все детальки для вымени у нас готовы. Можно пришивать вымя к корове. Теперь давайте свяжем последнюю детальку нашей коровы — хвост. Начинаем, как обычно, с 2 воздушных петелек. 1, 2. В первую петельку делаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше столбик плюс прибавка до конца ряда, чтобы получилось 9 столбиков по кругу. Провяжем по счету. 1, 2, 3 прибавка,
4, 5, 6 прибавка, 7, 8, 9 прибавка. У нас по кругу получается 9 столбиков. Отмечаем начало нового ряда и дальше провязываем без изменения 20 рядов. Столбик в каждую петельку по кругу без изменения провязываем 20 рядов. Провязываем. Я уже провязала без изменения 20 рядов. Дальше сплющиваем детальку и провязываем насквозь, как будто сшивая две половинки. Вот так. 1, 2, 3, 4. Получается 4 столбика. Оставляю большую нить для пришива и закрепляю хвостик. Осталось сделать кисточку на конце хвостика. Для этого нам нужно взять отрезки пряжи где-то 20 сантиметров. Я беру 6 таких отрезочков и продеваю в конце хвостика. Беру крючок побольше для того, чтобы захватить все отрезочки. Вот так. И стараюсь сразу продеть их вот так. И в это отверстие вытаскиваю все вот эти хвостики. И плотненько затягиваю. Вот так. Ой, вот так. Разравниваем хвостик. И теперь можем сделать стрижку. Отрезать ровненько настолько, насколько вам хочется и насколько вы думаете, что это будет красиво. Где-то, я думаю, вот так. Отрезаем ровненько и получаем красивый хвост с кисточкой. Все, теперь все детальки для коровы у нас готовы. Итак, я уже пришила голову к корове, и прежде чем пришивать вымя, я его подкалываю булавочками, чтобы оно было ровненькое, смотрелось хорошо, и его нужно немножко наполнить синтепухом, чтобы оно красиво держало форму. Вот так это выглядит сейчас, все на булавочках. Сейчас я буду его пришивать, и, естественно, хвост пришиваем там, где положено быть хвосту. Все, это последний этап. Можем пришивать и украшать. Сейчас я покажу, как моя корова будет выглядеть в готовом виде. Вот все и готово. Все детальки пришиты, корова украшена бубенчиком. Выглядит коровка замечательно. Я надеюсь, у вас тоже все получилось. Мне было очень приятно, что вы вязали вместе со мной. И мы проделали очень хорошую большую работу, потому что игрушка действительно большая и красивая. Спасибо, мои дорогие, что провели это время со мной, провели это время в моей мастерской. И, конечно же, мне было
очень приятно, что вы вязали вместе со мной.